Здравствуйте, уважаемые. Как и обещал, запишу ролик про медицину в Канаде. Ролик не иммиграционный, но думаю, даже тем, кто думает о э, переезде в Канаду, может быть полезен. У меня вообще, в принципе, большинство роликов связано с политикой. И хоть этот ролик и пойдет напрямую о медицине, вы поймете, какая связь между медициной и политикой в Канаде и почему мы имеем то, что имеем. Опять же, э, идея не жаловаться на медицину в Канаде, идея не плакаться, что вот у нас такая плохая медицина и так далее. Идея просто описать медицину, как это работает, что это означает и, почему, и как это связано с политикой. Вот, значит, медицина в Канаде бесплатная. Ну, типа, если вы идете к врачу, вы за это не платите, все уже оплачено с налогов. Значит, есть основная медицина, которая бесплатная, и есть дополнительная медицина, типа зубные врачи, физиотерапевты, окулисты и так далее, массажисты. Вот, они частные, они все оплачиваются вами, или если у вас частная медицинская страховка, она их помогает оплачивать и так далее до определенного уровня. И есть основная медицина, как семейные врачи, больницы, врачи-специалисты по таким вещам, как гинекология, ну, в принципе, детские врачи, там специальные кожники. Это все бесплатно. Причем по всей Канаде, хотя в каждой провинции есть свое Министерство здравоохранения, которое ответственное за здравоохранение в этой провинции. Если вы едете с провинции в провинцию в гости, то да, это покрывается на определенный период. Например, там есть провинции, которые покрывают это на 30 дней, если вы находитесь за пределами провинции. Есть, которые на 60 за пределами провинции, но внутри Канады. Они покрывают это и между собой там рассчитываются каким-то образом. А если вы приезжаете больше, так вам надо будет, больше, чем на это время, вам надо будет перезарегистрироваться в провинции, в которой вы будете жить. Вот. Опять же, все из-за бюджетов и так далее. Вот. Я поговорю больше о нашей провинциальной медицине, потому что больше о ней знаю, так как живу тут, в Новоскошии. Есть места, где это чуть-чуть отличается в плане количества, в плане чисел, в плане времен ожидания и так далее, но сама система одинаковая, бесплатная везде. И как бы, в принципе, я думаю, что многие провинции, если кто-то будет смотреть, согласятся, что у них то же самое. Вот. Теперь в Канаде есть большая проблема. По всей Канаде, во всех провинциях одна и та же проблема – это нехватка медперсонала. Критическая. Где более критическая, где менее критическая, но не хватает всем. Поэтому в Канаде, например, одна из причин, я думаю, по которой в Канаде запрещена частная практика. Есть многие страны, в которых тоже медицина бесплатная, чтобы все могли себе позволить, но параллельно есть еще частная медицина, типа у кого есть деньги, может попробовать частным образом справиться с недугом, а те, у кого нет денег, как бы идут на бесплатную. В Канаде запрещена частная медицина, потому что если откроют частную медицину, то в бесплатной никого не останется из врачей. Из медперсонала, потому что не хватает на обе системы. Поэтому, как бы, я думаю, одна из причин, почему запрещена частная практика, это чтобы не остаться без ничего в бесплатной практике. Вот. Теперь поговорим о том, в нашей провинции, по крайней мере, как этот кризис связан с политикой. Значит, про этот кризис знают все и очень давно. И новое правительство нашей провинции, и старые правительства. И все, конечно же, обещают, особенно на выборах, что у них есть идея, как это исправить, и они вот-вот это исправят. Только изберите. И, кризис продолжается уже там не 1 год, и не 5 лет, и не 10 лет, а намного больше. И никто так и не справляет. Даже вот наш местный избранный царек. А почему царек? Потому что у него, в принципе, сейчас правительство большинства. Депутатских мест у него хватает, чтобы провести любой законопроект местный. Поэтому ему плевать на всех остальных.
Вот. Это, как я говорил там в нескольких роликах о демократии в Канаде, вот так вот это и работает. Вот он, короче, на выборах, после того, как тут 8 лет, по-моему, были либералы у власти в провинции, его выбрали. Потому что все, что он делал на выборах, это говорил про медицину. Что у нас кризис, вот они за 8 лет допустили этот кризис, вот я это исправлю и все сделаю хорошо. Он представляет прогрессивную консервативную партию. Не просто консервативная, есть консервативная партия Канады, а он вот прогрессивная консервативная. Что это, в принципе, означает, что никакой связи у него с консервативной партией Канады нету. Более того, никакой связи, насколько я вижу, у него вообще с консервативной идеей нету. Разница между ним и либералом только в названии. И ведет он себя, ну, никак не по-консервативному, и в хорошую, и в плохую сторону. Как бы. Вот. И плюс, и минус. Значит, он на выборах пообещал, все 80%, 85% от его избирательной программы была медицина, система здравоохранения. И как он знает, уже у него есть план, как ее исправить. Ну, действительно, это очень важная тема и волнует всех, потому что все хотят иметь хорошую медицину, поэтому за него и проголосовали. Значит, почему это настолько большая проблема? Потому что тут, например, значит, как тут идет вообще? Есть семейный врач, есть врачи-специалисты, есть больница, и есть проходные клиники, как бы это дословный перевод, там типа не надо стоять на учете в определенной клинике, ты можешь позвонить в тот же день, спросить, или у них есть место, или можешь просто подойти, встать в очередь, там кто первый пришел, тот первый зашел, встать в очередь, подождать пару часиков и зайти. Причем пару часиков так серьезно подождать, потому что они тоже забиты до предела. Вот. И есть, значит, есть семейный врач, это в принципе вот есть врач, у него на его учете стоит определенное количество людей, есть в принципе цифра, сколько он максимум может набрать клиентов. Вот эти клиенты у него, пробиться к нему очень тяжело, надо заказывать очередь за минимум недельку-две, наверное. Он больше ответственный за ведение вашего семейного отчета, как бы, что у вас происходит, каждое какое-то время проверки. Он ответственный послать вас на анализы крови и так далее. Он ответственный направить вас к профессиональному врачу, если надо, и так далее. Вот. Опять же, если вы заболели, если у вас болит горло или что-то, пробиться к нему фактически невозможно, поэтому и есть вот эти вот проходные клиники, в которые вы идете. Врачи-специалисты, во-первых, количество врачей, количество направлений, которые может дать вам ваш семейный врач, к врачу-специалисту, оно как бы их просят не давать лишь бы. Их просят как можно меньше давать эти направления. Только вот нет выбора, надо идти. Вот. И врачей-специалистов можно ждать очень долго. Секундочку. Вот, значит, врачей-специалистов можно ждать очень долго, вплоть до абсурдно долго, например. Ну, вы можете попробовать записаться к гинекологу и ждать его целый год и так далее. Особенно если разговор идет про ухо-горло-носа, например, про кожника. Например, мы хотели записать нашу дочку ухо-горло-носу, записали, ждали 2 года в очереди, потому что у нее там голос чуть упал, и непонятно было, или это как-то повлияло что-то на это, или как-то. Ну, хотели провериться, ребенок, 7-летняя она тогда была на тот момент, даже 6,5. Ждали 2 года, и вот прошло 2 года, уже должны были пойти на очередь, и нам позвонили, сказали, что из-за короны это отменяется, потому что врач очень сильно занят, и только экстренные случаи. Вот до такого абсурда доходит, что люди уже забывают даже, что заказывали очередь, и вдруг им звонят, говорят, а у вас очередь там через неделю или что такое. Люди как бы, ну, у меня уже как бы прошло все. Ну, в принципе, вот так это работает. Значит, теперь в больнице приемный покой, вы сами понимаете, приемный покой. У нас одна большая больница и одна детская большая больница.
Есть еще несколько больниц по провинции, причем у нас есть еще одна больница, которая находится не так далеко от главной больницы. И очень красивая больница, она небольшая, она очень красивая, там все новое, сравнительно как бы аппаратура, то все, ее построили. И вот она работала тоже раньше 24 часа в сутки, а потом ее сделали только 12 часов в сутки, потому что не хватает медперсонала. Больница есть, оборудование есть, все есть, а вот медперсонала не хватает для нее. Так ее теперь она работает только с утра до ночи, по-моему. Приемного покоя они стараются туда людей не ложить, если я не ошибаюсь. Вот как-то так. Как бы приемный покой есть, все, но принимают они вот только в 12, это там с утра до ночи, до 12 ночи. Ночью они не работают, потому что у них просто нет людей на эту смену. Вот до такого абсурда доходит нехватка медперсонала, как бы. И причем город у нас, ну, там 500-600 тысяч человек, и вот одна главная больница на весь город. Извиняюсь, нет, две главные больницы, они работают 24/7 на 500-600 тысяч человек, и вот еще одну больницу построили лет, наверное, 6-7 назад, и вот она вначале начала работать, а потом все меньше и меньше часов, и вот сейчас она работает только днем, ну, до 12 ночи. Там приемный покой, там все оборудование стоит, все очень классно выглядит, красивая такая маленькая больница небольшая. Но вот так получилось. Получается, у нас 2,5 больницы на 500-600 тысяч человек. И одна детская больница с приемным покоем своим, со своим как бы, там, где рожают и так далее. Вот. Вот такая вот у нас ситуация. И столько у нас больниц на столько количество населения. В принципе, я думаю, это может и нормально, как бы не сильно отличается, но если вы идете, если у вас нормальная медицина, кроме больницы, но вот когда у вас медицина, кроме больницы, не очень нормальная, и вам что-то плохо, и вы хотите, чтобы вас обследовали полностью, то надо идти в приемный покой. Поэтому, когда вы идете в приемный покой, время ожидания может быть и 10, и 15 часов. Люди там сидят, причем, ну, если у вас, конечно, там не бьет фонтаном кровь, и нет инфаркта или что-то такое, или там, ну, даже поломали руку, можно тоже там посидеть пару часов хороших. Вот. Вот так вот это работает с больницами, значит. Теперь подойдем к проблеме. Проблема в количестве медперсонала. И все обещают это решить. Вот наш новый царек, вот он кричал, что у него есть план. Что сделал наш новый царек? Он, во-первых, сказал, что он хочет сделать систему образования по интернету, систему здравоохранения по интернету, что типа из-за того, что все врачи не могут принять, особенно сейчас корона, стараются уменьшить количество людей, которых принимают вживую, он сделал консультации врачей через интернет. Ну, понятно, это не то, как бы это не исправит, это, может быть, чуть помогло, но тоже не сильно. А вторая его идея, вторая ступенька плана была это привести сюда медперсонал за счет обещания им льгот и так далее. Но, как я вам уже сказал, по всей Канаде не хватает медперсонала. Поэтому надеяться, что приедут медперсонал из другой провинции, работать тут у нас, с тем, что у нас налоги не самые дешевые по всей провинции, даже с этими льготами, это как бы проблематично, потому что люди обычно, у них уже там корни, у них там семья, туда-сюда, как бы они предпочитают остаться там, даже если им чуть больше денежек платят, как бы не всегда видят смысл переезжать. Вот. И вот эти вот две вещи, которые он придумал. И я как бы, причем рассказал он их уже только после выборов, ну, чтобы типа либералы не украли у него программу. Вот. Рассказал он после выборов. Думаешь, если бы он рассказал до выборов, за него мало бы кто голосовал. Но неважно, как бы. И вот я сидел и пытался понять, как бы, ну, что происходит, как бы. Получается, правительство из-за того, что вот оно что говорит? Если вам болит горлышко или что такое, идите в проходные клиники, ну, посидите там пару часиков, ну, ничего страшного. Анализы крови, мочи и так далее, ну, вот есть у вас семейный врач, там, запишитесь с нему, там, подождете недельку-полторы, получите направление. В больнице, если срочно, там, если действительно кровь бьет, там, или сердечный приступ, или что такое, вас примут быстро, сравнительно. А если это не сильно срочно, как бы, если терпеть можете, ну так сидите. А если после 6 часов, 7 часов, например, вам уже стало хорошо,
после того, как вы там отсидели 7 часов. Ну так вы пойдете домой, и они вот сэкономили хорошо, и не надо, как бы, и все классно. Вот, и вот такая вот у них логика получается, потому что я не понимаю, как бы, как они с этим, как они кричат, что есть кризис, и ничего для этого не делают. Теперь я вот как простой человек сидел, вот смотрел на это, думал, и думаю, ну, хорошо, вот это его программа, а почему не справиться с кризисом именно так, чтобы решить именно сам кризис? Вот кризис у нас — это нехватка медперсонала. Значит, нужно больше медперсонала. Привозить откуда-то там из других провинций — это перегонять воду с одного края в другой. Вот. А почему просто не обучить больше медперсонала? И тут вот самая интересная штука. Значит, в Канаде, чтобы выучиться на врача, вы сначала учитесь 4 года в университете, и потом еще 3 года уже именно на врача. 4 года — это более такая базовое обучение. Можете после этого стать врачом, а можете после этого стать биологом, а можете после этого еще куда-то пойти. А потом 3 года — это чисто на врача. Вот. У нас есть несколько университетов в провинции, но университет, который делает врачей, только один. И вот, казалось бы, тоже, ну хорошо, у нас там 1 000 000 жителей провинции, у вас каждый год выходит там 20-30 врачей, 40 врачей, и это тоже неплохо. Пару лет, казалось бы, все будет путем. Но проблема теперь идет к тому, что есть один класс врачей на всю провинцию, но очень большую часть этого класса занимают иностранные студенты, потому что они платят больше. Как бы для иностранных студентов тут учиться — это в 4 раза дороже, чем для местных. И университет уже как-то надо существовать, надо с чего-то делать деньги, вот поэтому отдают предпочтение иностранным студентам, потому что больше денег. Они оставляют какое-то количество, энное количество мест для местных студентов, но в большинстве случаев как бы большинство студентов иностранных. Вот. Из личного примера знаю девочку, работал с ней. Она закончила университет свой с золотой медалью. Первые 4 года. С золотой медалью. Про нее в газете писали, что там просто оценки, ну, э, если уже в газете написали, то там что-то серьезно. Вот. Но она закончила с золотой медалью, получила кучу дипломов. То есть она 1,5 года ждала, чтобы поступить на вот этот второй этап врача, потому что не было места. Вот. И казалось бы, ну у вас нехватка врачей, откройте еще один класс. Вот просто тупо откройте еще один класс или откройте в еще одном университете еще один класс для врачей, чтобы обучать местных, чтобы увеличить количество врачей. Но вот до такого супер умного, серьезного плана никто не допер. Но, знаете, вот у нас вот этот вот премьер-министр провинции, он бухгалтер, как бы не тупой человек далеко. И я уверен, что где-то промелькала там мысль такая вот, а что если мне увеличить количество студентов, там, открыть еще один класс. Но вот не захотел он, видать. И почему, я расскажу в конце ролика. Э, Теперь пойдем, например, к медсестрам, да. Тоже бешеная нехватка. И казалось бы, ну, там хоть можно как-то помочь. Значит, медсестры, тут есть 2 вида медсестер. Один — это простая медсестра рядовая, 2 года обучения в колледже, диплом. И есть медсестра, не знаю, как провести параллель к России, потому что не знаю, какие там медсестры, но это как главная медсестра, она 4 года обучается в университете, э, получает диплом с университета 4 года и идет работать. Как бы часто бывает, что, например, определенные вещи может делать только вот эта медсестра, а более простые вещи может делать любая медсестра. Вот. Причем эти медсестры, например, тоже немножко сходят в частный, идут на частный рынок, потому что они имеют право э, при, при заканчивании еще дополнительных курсов обучения могут делать ботокс, могут делать филлеры и так далее. Поэтому они еще тоже, часть из них уходит в частную сферу. Вот. Там та же самая проблема. Ну, как бы, ну, не хватает, ну, нет мест для всех, кто хотят быть медсестрами. И есть вот эта вот простая рядовая медсестра, 2 года обучения. У меня тоже по работе, я знаю девочку, она 2,5 года уже ждет в очереди, чтобы пойти учиться на 2-летнюю программу обучения в колледже. И ты думаешь, ну ладно, там,
врачи, там надо супер лаборатории, там супер профессоров и так далее. А простые медсестры, двухлетняя программа. Что вам надо? Если человек ждет 2,5 года в очереди, почему не открыть еще один класс? Ну, казалось бы, там уже совсем проще, там же колледж, это не университет, опять же, с исследованиями, лабораториями и так далее, и где найти этих профессоров. Ну, как бы, ну, ребята, я, может быть, опять же, я не бухгалтер, и, может, недалекого ума, как бы, но, как бы, довольно-таки очевидное решение проблемы. Пару лет у тебя в 2 раза будет больше людей, медперсонала. Вот. Но вот это вот один возможный выход из проблематичного положения, который, если действительно хочешь помочь. Второе, это из-за того, что тут врачи, например, надо стоять в очереди ждать. Многие уезжают в Америку учиться и так далее. Казалось бы, я понимаю, если они учились где-то там в стране третьего мира или недоразвитой стране какой-то, они там выучились или купили дипломчик, приехали, хотят быть врачами, есть недоверие. Ну вот по радио тоже тут недавно разговаривали, передача была, девочка закончила университет в Бостоне. 2 часа лета от нас. Бостон, как бы, ну, не маленький город, в совсем не маленькой стране, как бы, да, и уровень там серьезный, и все. Вот она закончила, приехала на родину, вернулась к себе на родину после обучения. Живет она на острове Ньюфаундленд. Врачей там точно так же не хватает, как и у нас, а то и больше. И решила, ну, у нее там семья, все, друг, подружки, неважно. Вот она решила там осесть, вернулась домой, решила осесть и начала, чтобы ей дали разрешение быть врачом. Год. Она год с ними боролась, с бюрократами, чтобы ей дали разрешение открыть врачебную практику, типа не частную, бесплатно вот как бы работать, но врачом, семейным врачом. Год. У нас нехватка врачей пока в Канаде. В Ньюфаундленде бешеная нехватка врачей, и вот год она добивалась. И не приехала откуда-то там, не знаю, ну, с Африки, а приехала с Бостона 2 часа лету, с университета, который считается на очень серьезном уровне, с развитой страны соседской, и вот она год пыталась добиться. Ну вот, ну, бюрократия это бюрократия, да. Теперь, казалось бы, решение, я вот, опять же, как недалекий человек, например, простой, сказал вот решение, которое довольно-таки логичное, простое, как бы, ну, если надо это производить. Если что-то требуется, что-то востребовано, то самое лучшее решение это производить это в достаточных количествах. Тогда цены не будут подниматься, да. Вот, так получается, решение довольно простое. Причем, если он привезет 10 врачей с другой провинции, это капля в море. И все эти льготы, которые нам заплатят, по-моему, будет дешевле привести сюда 2-3 профессора для врачей и преподавать. И также для колледжа, как бы нанять еще 2-3 профессоров и открыть еще один класс. Понимаете, как бы, ну не стоит это так дорого. Не стоит это так. Но теперь пойдем к тому, почему правительство не хочет это делать. Не может, а не хочет. Вот. Мы уже поняли, что это не будет стоить дорого, если они там откроют еще один класс, там привезут пару профессоров и так далее. Не будет это им дорого стоить. Но что им, да, будет дорого стоить, это если тут вдруг врачей и медсестр, если медперсонал станет в 2 раза больше. Они же всем должны платить. Понимаете, у вас вдруг увеличится, ну, на 50% даже, скажем, увеличится количество медперсонала, это им всем надо платить. Вот в чем настоящая проблема. Теперь, да, если появится в 2 раза больше медперсонала, вы будете гинеколога ждать не год, а полгода. Ухо-горлоноса будете ждать не 2 года, ну, может, даже не год, а еще меньше. Ну, а им-то все по барабану. А им-то что? Ну, вот зачем им это? Сейчас деньги башлять надо им, а в очереди сидят не они. Может, и сидят. Они тоже сидят, как бы, иногда, когда им надо, да? Но вот он посидел один раз в очереди в год, и все, а деньги надо платить, как бы, постоянно всему этому медперсоналу. Какая ему разница, сколько парамедиков тут ездит по городу? Или сколько врачей тут работает? Или то, что больница стоит полупустая, потому что нету достаточно людей, чтобы в ней работало. Понимаете? И вот тут то, что я говорил, что это тоже связано с политикой, это можно ли верить
демократам. Да, вот в демократии можно ли верить депутатам, я извиняюсь, хотел сказать. Вот у нас было либеральное правительство, до этого было НДП тоже тут. Сейчас вот прогрессивное консервативное правительство, причем, опять же, с консервативными у них ничего общего, кроме названия, нету. Ни потому, как они работают, ни потому, что они делают. И вот все три вида правительств, все обещали каждые выборы, что мы исправим систему здравоохранения. Это очень тяжело сделать, но мы будем бороться, и ради вас мы все это исправим. Вот они так и говорят. Говорили, говорят, и, я так понимаю, будут говорить. Потому что решение есть, довольно-таки простое, но представлять его на обсуждение никто не будет, и делать по этому поводу тоже никто ничего не собирается. Потому что они не хотят. Им легче, чтобы вы подождали 2 года врача, а потом сказали: а ладно, хер с ним, не надо, чем все эти 2 года платить врачу еще одному. Понимаете? Вот такие вот у нас депутаты, которым, во-первых, это во всем мире, что депутатам верить нельзя, в большинстве случаев они просто врут. И когда доходят до того, что их выбирают, они уже там просто делают только поверхностные вещи, которые сильно влиять не будут, но в газетах будет красиво смотреться. Вот. А то, что политики, то, что что-то надо менять в этом мире, и начинать это с политики, это только получается однозначно. Вот. А для тех, кто эмигрирует в Канаду, Канада хорошая страна. Да, есть у нас сейчас проблемы с демократией, но где их нету, как говорится. И мы с ней боремся, по крайней мере, уже начали бороться тут в Канаде. Есть страны, в которых еще не начали, мы уже начали бороться, надеюсь, это к чему-то приведет. Но, в общем, Канада неплохая, очень неплохая страна. Я рад, что я живу в Канаде, мне тут хорошо, мне тут нормально. Ну, опять же, кроме вот этих проблем. Но в большей части я доволен, и как дети мои растут, я тоже доволен. Но можно понимать, что ты любишь страну, и тебе хорошо в ней, но все равно осознавая при этом проблемы страны. Так вот, если вы едете в Канаду или хотите поехать в Канаду, есть плюсы и есть минусы, не маленькие. На данный момент лично мне плюсов больше, чем минусов. Вот. Большой совет: не болеть. И надеюсь, это не придется тогда почувствовать на себе, эту медицинскую канадскую систему. Но она довольно-таки ужасна. Причем у нас, по крайней мере, в Новоскошии, даже в технологическом плане она на пару десятков лет назад. Потому что жена, когда была беременная тут, наша третья родилась тут уже, в Канаде. Вот она была беременная, но обследование, которое делает гинеколог, просто... Во-первых, у них аппарат ультрасаунда довоенный, и там просто атас. Просто атас. В плане, не знаю. Хотя родильное помещение, вот где рожают, то все очень классно, очень цивильно рожали и были очень довольны, действительно, как это вот, и комнаты после родов классные, действительно, я не могу вам говорить только отрицательно, потому что, не все отрицательно, но аппаратура у гинекологов могла бы желать лучшего. Вот. А так, медицина как медицина, да, спасают немногих, в плане операций делают, серьезные операции делают, и сердечные операции делают серьезные. Есть хорошие очень врачи тут в Новоскошии и вообще в Канаде. Медицина есть, она по качеству неплохая. И единственная самая большая проблема — это нехватка медперсонала и то, что вам надо просто зарядиться терпением и знать, что если вы заболели, ждать надо будет долго. Даже если это простая ангина, и вы хотите взять там какое-то лекарство, от простой простуды лекарства не надо, но вот если у вас, например, стрептококк, и вам надо выписать антибиотик, надо будет пойти в эту проходную клинику и пару хороших часов подождать. Сейчас вообще с короной вообще ужасно. У нас, я помню, у дочки болело горло, проверили, что это не корона, пошли сделать стрептококк. Как вы знаете, есть такой тест, в горлышко засовывают мазок, потом посылают в лабораторию. Тут, по крайней мере, в Канаде у нас посылают в лабораторию, в течение 2 дней приходит ответ. Вот мы пошли с дочкой, с младшей,
потому что такой короны у нее не было, но вот горлышко болело, пошли проверить, что это не стрептококк, чтобы знать, давать ей антибиотик или нет. Но вот тетя, которая нас приняла, пошли, это тоже был смех и грех, значит, пошли в одну клинику, нам там сказали, мы вас не примем в проходную. Почему? Потому что она кашляет, у нее симптомы короны. Мы говорим, но мы сделали ей только что тест. Причем серьезный, как бы не домашний тест, а официальный тест. Вот, пожалуйста, результат. Нет, мы не будем, мы боимся, как бы, и я думаю, окей. Хотел там начать, как бы, ну, врачи же все-таки. Что с клятвой Гиппократа, что там, что происходит вообще? Что значит, вот тест, я понимаю, боитесь, если там человек не делал тест. Ну вот у нее тест, ребенку 3,5 года, тест на корону отрицательный, проверьте ей горло просто. Ну, короче, вот эта клиника нас не согласилась принять. Пошли во вторую клинику, проторчала там жена моя с ребенком пару хороших часов. Дошло дело до врача, и она говорит, вы можете взять у нее мазок на стрептококк. Она говорит, нет, ты знаешь, говорит, сейчас... Ну, я могу взять мазок, но он все равно никто его проверять не будет, потому что сейчас все лаборатории проверяют только корону. Могу сделать, она говорит, могу сделать такой домашний мазок, который покажет на месте, но аккуратность там тоже как бы соответственно. Вот, значит, у нас сейчас все работает на корону, операции в больницах отменяются, потому что и до короны у нас было мало докторов, а сейчас с короны так вообще как бы завал. Вот. Ну вот это вот у нас медицина такая, опять же, качество неплохое, когда ты, да, заходишь к врачу, когда ты, да, доходишь до проверок, и когда там тебя уже ложат в больницу, например, качество неплохое, люди очень приятные, врачи много знают действительно, как бы не встречал тупых врачей тут у нас, хотя в других местах иногда встречал, но вот у нас не встречал пока еще тупых врачей. Единственная большая проблема – это много терпения, и ждать часами. Много часов. Вот. Ну, вот это, в принципе, то, что я хотел вам рассказать про медицину в Канаде. Опять же, система вся по-канадски работает, но каждая провинция чуть разные числа, разные эти. Вот, может быть, в Торонто ждут меньше врача, специалиста, может быть, больше, я не знаю. Поэтому не говорю. Но я вот, и опять же, даже то, что я говорю тут, я вам говорил только из личных примеров. Сколько мы ждали врача-специалиста, сколько мы ждали врача, как мы заходили к врачу проверить горлышко, в плане родов, например, гинекологии, и в плане обучения. Лично знаю людей, которые по 2,5 года ждут в очереди, чтобы пойти на медсестру простую. И лично знаю человека, который она уже как раз сейчас заканчивает обучение. Вот она ждала 1,5 года с тем, что она закончила с золотой медалью. Была гордость Галифакса. В газетах про нее писали. И вот она как-то все-таки ждала 1,5 года. Вот. Ну, просто вам к размышлению, так сказать, пища для размышления. И опять же, никак не хочу повлиять на ваше желание посетить Канаду, переехать жить в Канаду и так далее. Просто хочу подготовить. И в плане политики, опять же, доказать, что им всем плевать на нас. Просто плевать. Они могут обещать все, что хотят, но когда дойдет разговор доделать, им просто всем плевать. Удачи!